Всем привет, дорогие мои друзья! И спасибо, что заглянули ко мне на мою любимую кухню, где мы с вами готовим все полезное, вкусное, красивое, бюджетное. Ну, для меня самое главное, что мы готовим полезно. И сегодня я вам предлагаю приготовить вместе со мной элементарные вафли. Вы все любите вафли, это, как знаете, очень хорошее блюдо и для перекуса, и на завтрак мы любим вафли. Вафли мы уже с вами делали и со шпинатом, и творожные, и я уже не помню, какие мы только с вами вафли не делали. Сегодня мы с вами приготовим вафли с цельнозерновой овсянкой, из которой я сделала муку, причем я ее помолола в кофемолке, но не до такой, знаете, консистенции, как пудра, а там она такая получается немножечко с хлопьями, где-то очень мелкая. В общем, все полезненько, будем жевать, и вкусно нам будет, и самое главное, полезно. Ну что, начинаем готовить. Идемте. Для приготовления нашего блюда нам с вами понадобится из орудий труда миска, где мы будем вымешивать тесто, вафельница, маленькое полотенце, силиконовая лопатка, кисточка, венчик и из продуктов питания растительное масло, 150 грамм цельнозерновой овсянки, которую я уже перемолола в кофемолке и сделала из нее такую муку, 250 грамм протертого творожка, у нас он называется кварк, 150 грамм тертого сыра, одно яйцо, немножечко, буквально щепотка соли и 1 чайная ложка разрыхлителя. Ну что, теперь мы должны будем с вами все ингредиенты вымешать и будем печь наши прекрасные полезные вафли. Делать наше тесто. Первым делом отправляем яйцо, порошок для печенья, то есть разрыхлитель, немножко соли, теперь сыр, тертый сыр, может быть абсолютно любой, какой вы имеете в доме. У меня моцарелла был под рукой, поэтому я его делаю. Теперь берем наш протертый творожок и в завершении отправляем нашу перемолотую овсянку. Теперь все как обычно, вымешиваем тесто. Если тесто будет крутым, можно добавить еще одно яйцо. Смотрите по консистенции, потому как в каждой стране абсолютно разные продукты. Даже вот яйца могут быть разного размера, понимаете, да, и тот же творог, он может быть более жидким, может быть более густым. Тесто должно быть такое, как на оладушке. Видите, как оно уже хорошо вымешивается, все ингредиенты входят во взаимодействие, и тесто делается таким более пластичным. Не таким густым, как оно было поначалу, видите? Вот наше тесто и готово. Обязательно попробуйте на соль. Если соли будет маловато, добавьте немножечко еще, да. Тесто можно даже оставить на минут 5, для того, чтобы все вот эти вот наши компоненты, такие как разрыхлитель, творожок мягкий, да, вошли, опять же, повторюсь, во взаимодействие, и наши вафли будут более такими пушистыми, что ли, да, нежными. Все, наше тесто готово. Покажу вам его еще раз, какое оно густое такое, да. И теперь будем доставать нашу вафельницу, разогревать ее и делать наши вкусные полезные вафли. Наша вафельница уже разогрелась, да. Теперь вспрыскиваем маслицем с обоих сторон, чтобы ничего не пригорело. Я возьму просто вот эту силиконовую лопатку, немножечко ее водичку окуну, чтобы у нас тесто не прилипало. И как ложечкой выкладываем произвольной формой. Все это, когда мы закроем, да,
то вафелька наша сама приобретет нужную форму. Можно чуть-чуть еще добавить. Зависит от того, какую вы хотите иметь вафлю. Большую или поменьше. Немножко разровняем. И закрываем. Все зашкварчало. И это хороший знак того, что мы выпекаем наши вафли. Теперь немножко подождем. Все зависит от вашей вафельницы, как долго они будут выпекаться. Но главное, чтобы они не прилипали к самой вафельнице, чтобы они хорошо отходили от покрытия нашей вафельницы. Можно немножко прижать, вот как я делаю. Ну вот, прошло пару минуток, и открываем нашу вафельницу. И наши первые вафли готовы. Я взяла еще одну лопатку, чтобы помочь в снятии наших вафель. Смотрите, какие они получаются. Хрустящие и красивые. Главное, полезные. Лопатка очень хорошо, кстати, помогает снимать наши вафли. Складываем в тарелочку. И то же самое мы проделываем со остальным тестом. Выкладываем тесто. Немножко смачиваем лопаточку. И закрываем. Ждем пару минут до готовности. Вторая порция у нас готова. Также с помощью силиконовой лопаточки снимаем. Видите, они как легко отходят от покрытия. Вот уже наши две последние вафельки готовы. Они немножко остыли. Сейчас я даже могу уже рукой переложить в нашу тарелочку. Вот последняя. Смотрите, как красиво. И у нас с вами получилось 8 таких полноценных вафель, которые пахнут на всю нашу кухню. Ну что, через пару минут мы с вами встретимся и расскажу обо всех полезностях нашего сегодняшнего блюда. Ну, я вам уже показала наши вафли. У нас их получилось ровно 8 штук. И вот такие вот они у меня, видите, как чуть больше тоста размера, скажем так, да. То есть пахнут они чудесно совершенно. Очень они такие, с одной стороны, они как бы мягкие, а с другой стороны и хрустящие, в переносном смысле слова, с одной и с другой стороны, но так оно и есть. Вот такие они у нас получились, видите. Вафельки очень хорошо подавать, например, с каким-то мягким творожком, если это завтрак, да, и с какими-то овощами. Можно также их подавать со слабосоленым лососем. Кстати, а я вам делаю этот рецепт. У меня великолепный есть рецепт слабосоленого лосося. Вы знаете, я вам обязательно, наверное, запишу видео. Извините, я так немножечко спрыгнула от темы. Короче, можно подать эту вафельку и с лососем, и с авокадо, с каким-то салатом. Все очень вкусненько. На перекус шикарно, просто на завтрак хорошо. И даже можно деткам, вот я когда забираю своих внуков с садика, к примеру, да, младшенького, я обязательно беру с собой какие-то вафли. Это вообще фурор. По дороге домой дитё кушает эту вафельку, все вкусно, и инсулин не скачет у ребенка, настроение хорошее, то есть до того, как мы придем домой и приготовим ужин, получается все хорошо, благодаря вот этому самому как бы маленькому перекусу. Так что, дорогие мои друзья, печем, готовим, не ленимся и кушаем разнообразно, вкусно и полезно. Вместе со мной и по всем моим рецептам, которые у меня именно таковы и являются. Спасибо, мои хорошие, что и сегодня были со мной. Спасибо, что вас у меня все больше и больше. Я вас всех очень-очень люблю и ценю за то, что вы у меня есть, такие все лапушки. Так что, мои хорошие,
До новых встреч и до новых рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!